Привет, это Ян. Я обращаюсь к каждому своему подписчику. Сейчас вам кажется, что мир в полной жопе. И я вас отлично понимаю. Да, очень просто так думать. Гораздо сложнее продолжать мечтать и удивляться. Этот выпуск мы готовили для вас 3 месяца. Съемки были давно, было еще холодно, и на видео я буду в куртке. Мы хотим показать вам то, что удивило лично нас. Сферу, где тысячи людей выполняют свою работу очень четко, где государства наконец научились дружить, и даже птицы следят за вашей безопасностью. Да, сейчас наша жизнь круто изменилась, и вместе с ней меняется и индустрия авиаперевозок. Экипаж проверяют перед каждым полетом. Сейчас и пилоты, и стюардессы носят маски. Белые человечки обрабатывают антисептиком весь салон, особенно те места, до которых вы дотрагиваетесь чаще всего. Багажные полки, откидные столики и подлокотники, а посадочный талон все чаще можно показать с телефона, не давая его никому в руки. Наш уютный мир с открытыми границами, путешествиями к нам обязательно еще вернется, а поездки будут по-настоящему опьянять. Сейчас я предлагаю вам окунуться в этот мир заново. Берегите себя и не переставайте мечтать. Родниковая. Не обманули? Действительно, питьевая вода. В каждом аэропорте течет питьевая вода. Вы об этом не знали, но ее можно пить. Она добывается из скважины и проходит глубочайшую очистку. Это очень хорошая вода. Ян. Аэропорт – это мир стерильности и комфорта. Бизнес-зал узнает вас в лицо, табло само подскажет нужный рейс. Там, на полосе, самолеты вылетают по одному каждые 5 минут. Они взлетают и садятся, несмотря на ретроградный Меркурий, низкую видимость и новости про Трампа. Люди вокруг меня через полчаса сядут в свои Боинги и Airbus'ы, где будут смотреть рассказ служанки и ждать посадки, чтобы похлопать пилоту. Им нужно только взлететь, сделать пару фоток из иллюминатора и подождать, пока шасси коснется земли, чтобы похлопать пилотам и первыми выйти за багажом. Все просто, да. Нет, не просто. Чтобы это работало так же легко и быстро, сотни людей и даже несколько птиц с точностью до минуты выполняют свою работу. Техника полетов оттачилась 120 лет и делает полет гораздо безопасней, чем дорога до аэропорта. Сейчас вы узнаете, зачем в туалетной кабине пепельниц, что делать, если закончилось топливо и отказали сразу все двигатели, какой предел прочности у крыльев самолета, как пилоты заставляют вас аплодировать и почему для них сразу 3 погоды одновременно, что происходит с самолетом, когда в него ударяет молния и что за невидимый человек постоянно летит вместе с вами. Это самый подробный выпуск про авиацию на русском YouTube, и мы начнем без заставки. У меня есть 45 минут на то, чтобы доесть круассан и выпить кофе. Ну и сходить в туалет на дорожку. Ровно столько же времени есть у команды обслуживания, чтобы подготовить самолет на 160 человек. Это как пит-стоп на Формуле-1, только с самолетом. Осмотр, кросс-чек, задачи в планшете, заправка сама подъезжает к самолету. 26 тысяч литров керосина и погнали. Пассажирам нужна вода и бумага, и не нужен мусор. Этому охотнику за привидениями интересны не призраки, а крошки и пакетики. Салон должен быть как на продажу. Вегетарианский сет, мясной сет, томатный сок, кофе. Лазеры направляют багаж в нужное судно. Наконец, трап соединяет мир ждущих с миром летящих. Вот он, самолет, готовый к полету. Этот летающий киви отвезет 160 человек на 6000 километров. Вместе с их багажом, лыжами, кошками. Как думаете, где его сделали? Во Франции? В Германии? В России? Скажу, везде сразу. Кабина – Франция. Фюзеляж, хвост и спойлеры – Гамбург, Германия. Стабилизаторы – Испания. Крылья – Англия. Двигатели вообще собирал весь мир, а вот Титан приехал из России. Без нас самолеты бы не летали. Все видели эти двигатели, но как они работают, не знает никто. Поражает, что это просто пустота, да? Вот. Турбовентиляторный. То есть турбина и вентилятор.
Многим кажется, что самолет толкает реактивная струя сзади, от которой остаются белые следы. Да, она толкает, но дает лишь 10% тяги. На самом деле все гораздо интереснее. Тащит самолет вот этот вентилятор спереди. Он засасывает воздух, дальше его сжимает компрессор, в камере сгорания его смешивают с топливом и поджигают. Газы с силой крутят турбину, а она уже вращает вентилятор, как мельница. Все как в колесе сансары. Идет по кругу. Турбина вращает вентилятор, а тот кормит ее кислородом. Понимаете? И заодно отталкивается от воздуха. Кормит кислородом и отталкивается от воздуха. Вот такой процесс. Ровно с такой же силой воздух толкает любого, кто решит подкрасться к турбине сзади. Когда двигатели работают, на полосе не должно быть никого. Но как объяснить это птицам? Им это объясняет другая птица, более уважаемая. Ястреб – тетеревятник. Его запускают с руки орнитологи. Это спецы по птицам, чья задача не любить их, а от них избавляться. Вариантов масса. Динамики, из которых кричат хищники, петарды на территории аэропорта. Или вот ястребы, которые догоняют и говорят другим птицам: находиться на полосе опасно, будьте осторожней, пожалуйста, вот так, да, спасибо. Пока вы спите в кресле, самолет трется о воздух со скоростью 800 км в час. Представьте ваше тело, которое трется о шерстяной свитер со скоростью 800 км в час. Понимаете, сколько статического электричества рождается? Вы сливаете статическое электричество, когда дотрагиваетесь до друга, а самолет через эти разрядники. Это как антистатические цепочки позади троллейбусов, только электричество они сливают не в землю, а прямо в небо. Пилоты держатся в стороне от грозовых облаков и молний, как вы держитесь в стороне от промоутеров с рекламными флаерами. Но если все-таки они столкнутся с молнией, с облаками, то ничего страшного не произойдет. Как, впрочем, и с промоутерами, если столкнутся. В среднем молния раз в год бьет в каждый самолет. Но им все равно, ведь они алюминиевые и хорошо проводят ток. Молния проскальзывает по их корпусу и проходит дальше, не заходя внутрь. Этот же эффект помогает выжить в клетке Фарадея под разрядами в сотни тысяч вольт. Весь ток идет мимо человека, также и с самолета. Но только тогда, когда мы находимся внутри. Пойдемте. Здрасте. Добрый день, будьте добры, ваш посадочный талон. Вот он. Спасибо, приятного полета. Спасибо. Здесь вам улыбается стюардесса и просит показать посадочный талон. Очень странно, ведь вы его уже показывали. На самом деле ей интересен не он, а вы. Это называется профайлингом. За вашей мимикой, жестами, то, как вы общаетесь и здороваетесь, и, конечно же, за размером зрачков, пристально наблюдают настоящие психологи. Их задача выяснить, кто из 160 человек может представлять опасность, разоблачить дебошира и снять с рейса тех, кто пьян или под кайфом. А еще они умеют успокаивать детей, спасать утопающих, делать непрямой массаж сердца и даже принимать роды прямо на борту. Теперь вы понимаете, что бортпроводник — это не официант, это не психолог, не воспитатель и не спасатель. Это все сразу. Может быть, желаете вино белое или красное? Бизнес-класс. Кажется, это лучшие места в салоне. На самом деле нет. Лучшие места в салоне в экономе. Вот здесь, посередине салона, прямо над крылом. И не потому, что здесь экстра спейс и есть место для ног, да? Хотя, конечно же, это тоже удобно. А потому что здесь меньше трясет. Самолет опирается на крылья и крыльями цепляется за воздух. Он похож на палку с опорой посередине. При турбулентности перед и зад трясет гораздо больше, а вот середина держится ровней. А еще, если вас сюда посадили, то я вас поздравляю. Да, вы достаточно сильный и зрелый человек, чтобы открыть аварийный выход и в случае чего помочь пассажирам. Не бойтесь брать ответственность, это несложно. Дергайте ручку, делайте шаг вперед, и вы уже в безопасности. Главное — выполнять команды бортпроводников. Круто попробовать это на тренировке, но шанс прокатиться на этой горке в реальности 1 к миллиону. Время пристегнуться и перевести телефон в авиарежим. Чтобы взлететь? Нет. С приборами самолета ничего не случится. Скорее, это нужно, чтобы вы не отвлекались и смотрели на бортпроводника, чтобы запомнить, что кислородом сначала нужно обеспечить себя, а потом других. Полезный совет. В жизни пригодится.
За бортом сейчас минус 50, как на Северном полюсе. В это время воздушные течения несут самолет, как корабль в океане. Да, здесь, как в океане, есть свои шторма и течения. И это добавляет сложности. Ведь погода внизу не такая, как наверху. Вот ветер на земле, все тихо, спокойно. А вот на высоте 10 километров. Над Атлантикой даже есть свой Гольфстрим, только в небе. Недавно самолет пролетел из Нью-Йорка в Лондон меньше, чем за 5 часов. Это рекорд. А все дело в шторме Киара. Самолет сел ему на хвост и получил на 400 километров больше скорости, чем обычно. Получается, самолеты как скейтеры, которые цепляются за автомобили. Ну а здесь, на моем месте в салоне, вы можете увидеть нечто пугающее. Крыло ходит ходуном, будто вот-вот оторвется. На самом деле нет. Более того, так и задумано. Алюминий гибкий, он может сильно изгибаться, но не ломаться. И это не предел. Вот предел. Вот это по-настоящему страшно. Аэробусы будто делают растяжку на занятии йогой амплитудой в 5 метров. Еще пару взмахов, и он полетит отпугивать птиц. Так что самолет рассчитан на куда более серьезные перегрузки. На турбулентность ему все равно. А вот на пепельницу не все равно. Но зачем она нужна, когда курить в самолетах запрещено? С 2000 года. Вейпы, айкосы не прокатывают. Все запрещено. Может, это напоминание о золотой эпохе авиации, когда джентльмены в костюмах курили сигареты и потягивали виски в полете. Даже пилоты тогда были не прочь пропустить по сигаретке. Нет, скажу как есть, да, честно. Это защита от мудаков. Если кто-то все-таки по-тихому захочет покурить, то сработает датчик дыма, и экипаж постучит с вопросом. А сигаретки не будет? Курильщик испугается и выкинет бычочек хотя бы в пепельницу, а не в мусорку с бумажным полотенцем. Сегодня пепельница стала почти бесполезной. И в ней, например, оставляют монетки для жителей других стран. Получается такой международный тайник. У этого самолета 2 двигателя, но он может лететь и на одном, а совсем без двигателя может? Благодаря одному случаю мы знаем, что да. В 1983 году в канадский самолет залили 22 тысячи фунтов керосина вместо 22 тысяч килограмм. Это в 2 раза меньше. На высоте 12 километров отключились двигатели, отрубилось электричество и приборы погасли. Самолет выбросил резервную турбину и стал добывать электричество буквально из воздуха. Пилотам пришлось принимать решение самим и делать это быстро. К счастью, самолет не теряет аэродинамику, продолжает лететь и медленно снижаться. Так он может пролететь 150, а то и 200 километров. И это норма. Главное — найти, куда посадить. Капитан Роберт Пирсон вспомнил, что на полпути есть маленький военный аэропорт Гимли и понял, что скорости хватит только до него. Вот только он не знал, что Гимли давно превратили в гоночную трассу, и прямо в это время на ней проходила гонка. К счастью, бывшая взлетка была переделана под драг-рейсинг, то есть гонки 2 тачек по прямой, а значит, была практически пустая. Самолет снизился, жестко коснулся полосы, передняя стойка шасси сложилась, и самолет процарапал на брюхе весь свой путь, пока не остановился. В итоге никто из пассажиров или зрителей не пострадал. Капитана наградили, и больше такая ситуация не повторялась. Теперь я понимаю, что пилоты — это сверхлюди. Честно сказать, я вами восхищаюсь. И у меня есть вот один свербящий, не дающий мне покоя вопрос. Могут ли пилоты во время полета выйти пописать? Да. Спасибо за интересное интервью. Нет, что-то он не договаривает. Ну а если серьезно? Не все так просто. Если кому-то нужно выйти из кабины, необходимо пригласить старшего бортпроводника для контроля работы членов экипажа в кабине. Чтобы, например, кто-то не заснул или там не заперся один в кабине. Действительно. То есть все страхуют друг друга. Да. Окей, а могу ли я зайти в кабину пилота во время полета? Нет. Если вам показалось, что мы летим, я очень рад, честно. На самом деле мы стоим без пассажиров в аэропорту Домодедово. Чтобы попасть сюда, мы прошли кучу проверок и получили допуски. Так что бояться не стоит, что однажды в полете вы обнаружите в кабине меня, а не пилота. В небе только профессионалы. Хотя... Разбудите меня здесь, и я подумаю, что я действительно лечу. Потому что это настоящая кабина пилота.
только висящая на гидравлических опорах. Она не взлетит и даже не раскачает это здание. Все потому, что под ней 3 метра бетона. Для сравнения, под Останкинской башней 4,5 метра бетона. Это самый дорогой авиасимулятор в мире. Забудьте все, что вы знаете об авиасимуляторах. Все, что происходит здесь, происходит в настоящем самолете. Тряска, качка, даже ощущения в паху те же самые. Отличается лишь одним. Здесь не закладывает уши. И не хлопает в ладоши. Борис, а карта здесь больше, чем в GTA? Гораздо больше. Больше, да? Полный мир, full coverage. Полный мир. Это же сколько нужно там рисовать вот 3D-шникам вот эту всю? Они автоматически с космических спутников, вот те же самые карты рельефа, которые у нас в базе данных, Ага. тренажер их просто повторяет то, что в базе данных записано. А, серьезно, вот как. 2,500. В реальном самолете с вами летит еще один невидимый человек. Это диспетчер. Он передает ваш самолет другим диспетчерам, как пинг-понг по очереди. Они летят с вами всегда, даже если вы летите в Тихом океане. Если вы не видите, где вы, диспетчер видит, где вы. Диспетчер круга контролирует взлет. Диспетчер подхода позволяет самолету лавировать среди десятка других. И, наконец, диспетчер района держит весь район под контролем. При посадке то же самое, только в обратном порядке. Каждый самолет летит в собственной зоне комфорта, и другим в эту зону вход запрещен. Если один залетает в зону другого, система говорит одному самолету лететь выше, другому ниже. Пилоты подчиняются. На самом деле, вот я сейчас здесь лечу, и я вам скажу честно, самолеты появляются из ниоткуда, они просто ты такой, о, я не могу отвлечься, я под гипнозом. Так что действительно опасно, иллюзий много. Шасси убрано, выполняем разворот. Ну, как выполняем? На самом деле, отдаем команду. Я таких вот, кстати, поворотов очень боюсь, если я сижу там. Самолет рассчитан на это. Он не даст тебе сделать крена больше, чем он может лететь. А если мы попытаемся? Попробуй. И все, самолет сам не дает тебе Да. сделать. Супер, вот это... Вот это крен, пацаны, пацаны! Это очень страшно. Господи, боже мой. Надо выровняться, иначе я начинаю потеть. В старых самолетах в корпусе шло много гидравлических трубок. Пилот своей рукой толкал жидкость в них, а она уже давила на закрылки. Самолет поворачивал влево, но вместе с этим терял высоту. Пилоту нужно было потянуть штурвал влево, а еще и на себя. И вот здесь вот еще дать газу для того, чтобы не потерять высоту. В А320 нет никакого штурвала, только сайдстик. Всю тяжелую механику выкинули и заменили электроникой. Пилот говорит бортовому компьютеру, что делать, а тот сам совершает нужный маневр. Компьютер в курсе потери высоты, поэтому он добавляет тяги и поднимает нос самолета сам. Пилот командует и не думает о мелочах, но если вдруг ошибется, компьютер не даст ему совершить ошибку. В кабине начнется вот это. Ай, господи боже мой! Что происходит в это время с пассажирами на хвосте? Они тошнят. Ну, скорее всего, они прижаты к потолку просто. Как вы поняли, компьютер всегда сигнализирует об опасности и не дает совершить ошибку. К тому же здесь рядом сидит второй пилот. Это я, который страхует первого пилота. И все-таки, да, если компьютер затупит, то включается резервная система. И если она затупит, то пилоты страхуют ее. В общем, все страхуют друг друга. Да, система не обманывает. Зато постоянно обманывает мозг. Пока вы смотрите в окно самолета, для вас все привычно. Объекты двигаются относительно фона, как в детском театре. А у пилотов зрение туннельное. Они смотрят прямо и видят горизонт, который не приближается. Он висит на месте. И поэтому непонятно, с какой скоростью ты несешься, 400 км в час или 1000. Ты как будто бы завис в небе. Именно поэтому летчиков специально учат водить глазами английской буквой Z. А водителям на Земле помогают справиться с туннельным эффектом разные объекты, например, разделительная полоса, столбы, машины рядом. У пилотов такого нет, у них постоянный риск иллюзий. Но что насчет турбулентности? Пилот на турбулентность не реагирует совсем, потому что для него это как кочки на дороге. Кочки на дороге. У пилотов есть секрет. Если хочется аплодисментов, нужно шлепнуть самолет о полосу. И тогда все таки: о, слава богу, мы приземлились. А если приземляешься мягко, никто не хлопает. Для пассажиров жесткое приземление — это плохой знак. На самом деле жесткое приземление означает хорошее сцепление с дорогой. Ну а нам пора приземляться. Борис, включите мне снег
туман и грозу. Хочу пройти эту игру на максимальной сложности. Вы куда? Да, тут это делается только отсюда. О, господи, боже мой, что это за фигня? О, снег. А пилоты что делают? Они пытаются хоть как-то это обойти, вот это Что внедорожье? поделаешь? Ничего не поделаешь? Ну, может быть, облететь вот с той стороны? В ущелье ветер, да? А, Можно в ущелье? попробовать. Подняться повыше, например. О, слушайте, ладошки потеют, потеют. Турбулентность при приземлении — это, конечно, что-то. Так, что делать? Борис, подсказывай. Все в порядке. Чуть повыше. Too low. Terrain. Ничего страшного. 100. Малый газ. 50. 40. 30. Малый газ. 20. Ай, ой, ай-яй-яй. А, это ты делаешь? На полосе держись. Мне кажется, процентов 90 вот работы сделал Борис. Я вообще ничего не делал. Ручки вот они. Посадил ты сам. Да. Приземлились? Пришло время очередного пит-стопа. Ведь у команды есть всего 45 минут на все. Помните? Но вам торопиться не нужно. Специальные люди торопятся за вас. Под шасси самолета ставят колодки, чтобы не укатился. Корпус заземляют. Двери переводят в положение дизарм, то есть выключают выбрасывание трапа. Вы выходите слева, а справа снова подъезжает заправщик. В этот момент ваш багаж забирают и везут на ленту, а самолет готовят к новому полету. Правила одинаковы для всех, то есть пит-стоп на рейсе из Анадыря в Новосибирск будет таким же безопасным и четким, как из Дубая в Токио. Авиация, пожалуй, единственная отрасль, где все смогли договориться со всеми. Автомобили в одной стране ездят справа, в другой — слева, а вагоны поезда на границе приходится переносить с широкой колеи на узкую. Даже МКС делится на русские и американские сегменты, а некоторые до сих пор спорят, кто там чей болт открутил. Но здесь, на 400 километров ниже, небо едино для всех. Государства больше не меряются ультразвуковыми конкордами. Гонка в пассажирской авиации подошла к концу. Пришло время общих стандартов, экономичных и экологичных самолетов. И главное — дешевых билетов. Филиусу Фогу на кругосветное путешествие потребовалось 80 дней. Через Европу он ехал на поезде, до Бомбея добирался кораблем, до Калькутты ехал верхом на слоне. На корабле пересек Тихий океан, на поезде — США и на другом корабле — Атлантику, пока не вернулся в родной Лондон. Сегодня обычному человеку, летающему коммерческими рейсами, для такой кругосветки понадобится 5 прямых перелетов и всего 50 часов. И на каждом этапе все будет окей. Пилота страхует автоматика. Автоматику страхует второй пилот. То есть все страхуют всех, и никто не остается один в кабине. Если откажет один гидравлический шланг, на готове есть второй. Если второй откажет, будет работать третий. И если третий откажет, то закрылки выпустят электродвигатель. Поэтому в военном транспортнике перед полетом в невесомости нам выдали парашют, потому что там, могло что-то реально пойти не так. Здесь же парашюты не нужны. О вас уже очень сильно позаботилась целая индустрия. Люди, машины и животные следят, чтобы все было безопасно, чтобы вас не трясло, не качало, вам было что поесть и чем заняться. А в туалете всегда была питьевая вода и туалетная бумага, ведь без нее самолет по правилам взлететь не может. И вся эта сложнейшая схема работает, пока вы спите в кресле. Пожалуйста, ваш томатный сок. О, спасибо. Пожалуйста. Терпеть не могу томатный сок. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Какая гадость. Ну что, как вам выпуск? Мы проделали огромную работу, пообщались со всеми, от пилот до стюардесс, чтобы выведать их секреты. Пишите, узнали вы что-то для себя нового, интересного. И да, изменилось ли у вас отношение к полетам после этого выпуска? Да, в комментариях было бы здорово. Ну, а мы поехали домой искать новые темы для вас. Пока. О, вы досмотрели даже до этого момента? Ого, тогда в Телеграме я расскажу лично несколько фактов, которые не вошли в выпуск. Да, прыгаем по ссылке в наш Телеграм, он внизу, я уже там рассказываю. Давайте туда все.